Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и сегодня будет видео, такое несколько пунктов про творчество. С чего начать? Что это вообще такое? Что это? Как туда войти? И мой план на это видео — это несколько пунктов, я их сейчас прочту. Это первое — подход к мышлению, второе — творчество и креатив, третье — способ выражения. Четвертое — средства выражения. Пятое — думать в долгую, стратегия. Шестое — скорость развития, трудоемкость техник и востребованность на рынке. Восьмое — изучение контекста. Девятое — пробы и тесты. И десятое — прикинуть план развития и как вообще эта ваша история будет долго развиваться. В общем, вот эти пункты я хочу сегодня обсудить. И тоже пишите в комменты, что вы думаете по этому поводу. И первый момент, подход к мышлению, это такая интересная штука, потому что есть, например, рисование, архитектурно-ландшафтное проектирование, есть, например, геймдев, есть киношное рисование, есть художественное классическое рисование, есть академический рисунок, есть там какой-нибудь аниме, манга, есть комиксовский стиль, и вот все это разные штуки. Я думаю, очень хорошо сэкономить себе силы и определиться, в какую сторону вы идете. Потому что хоть принципы и общие, база общая, но детали вот этой базы, это просто прям вот на них можно тратить очень много времени. И я предлагаю начать с мышления, с понимания того, в каком направлении вы двигаетесь. То есть это предварительная работа, предварительно понять, в каком направлении конкретно вы учитесь, чтобы прийти к каким-то конкретным измеримым результатам. Потому что если архитектурно-проектная история, то в отношении рисования это не очень сложная структура. Ее можно понять, с ней можно разобраться. Это практически очень похоже на то, что есть черчение. То есть черчению можно научить любого. Если немножко взять и человека вытащить из зоны комфорта и заставить его чертить, он будет чертить и будет чертить отлично. Это такой же навык, как вот писать ручкой. Этому можно научить. Академическое рисование, например, это какая-то намного более сложная структура. Я туда не хожу. Я про это ничего не знаю. Я знаю про проектное рисование и про вот такой вот стиль, как итальянские архитекторы делали свои эскизы, наброски. Вот это мой такой узкий сегмент, потому что он привязан к проектированию, потому что это моя работа. Вот про это я могу рассказывать. И вот про это я учу на своем канале, да, вот. И посмотрите мои работы, вот такой уровень. До того, как я попал в Италию и как я проработал там, ну уже сколько, 5 или 6 лет, постоянно ездил туда на проекты, у меня тоже было рисование. То есть я тоже учился рисовать, но это рисование было вообще просто ни о чем. И я не скажу, что оно хоть как-то меня подготовило к тому, что я начал понимать в Италии. Совершенно другая история. Единственное, что пригодилось, наверное, это вот моторные навыки. Вот, ну, я знал, понимал, как проводить линии. Ну, что-то было у меня отработано. Все остальное пришлось переворачивать с ног на голову. И просто учиться по-другому. Ну, просто пришлось. И не сказать, что я сильно способный к рисованию. Это оказалось необходимо для выполнения моих рабочих обязанностей. Вот. Вдруг внезапно оказалось, что вот там другой уровень нормы, другие подходы, и нужно срочно освоить. А если не освоишь, то как бы что тебя там держит? Пришлось освоить. Ну, то есть меня вот так вот жизнь взяла за шкирку и сказала, нужно научиться рисовать. Я до этого рисовал. Ну, плюс-минус так. Ну, вообще ничего особенного. А потом, когда изменился тип мышления, изменились не технические, скорее, навыки, а тип мышления, понимание, зачем мне это нужно, подо что. И вот мой объем усилий, который распространялся в разные стороны, в огромном количестве направлений, он сконцентрировался в очень узкой теме, и это дало отличный результат. Поэтому я предлагаю оптимизировать ваш процесс без боли, без страдания, и начать с мышления, начать с понимания, что же в конце концов конкретно вы хотите учиться рисовать. Пункт номер 2. Про креатив и про творчество. Это очень интересная штука. И я думал про нее и раньше много. Чем они отличаются?
По сути, это синонимы. Но у меня в картине мира креатив — это способность мозга из множества факторов делать некоторые зачастую парадоксальные заключения и проводить связи между теми смысловыми блоками, между которыми люди не очень привыкли проводить прямые связи и выражать это как-то графически. А творчество, как будто бы вот к этому, что я сказал, есть еще какая-то душевная надстройка, что ли. Ну, как мы можем описать душу? Да никак, наверное. Не знаю как. Я не знаю. Вот. А в творчестве, ну, то есть креатив — это такая техничная, скорее, штука, которую можно, понятно, как прокачивать. А творчество непонятно, как прокачивать, кроме как самому расти. Расти. Как расти? Не знаю. Вот. Ну, поэтому я бы скорее говорил, что технически можно добиться креативных вещей. А для творчества нужны какие-то еще сверхнадстройки над вот этой всей практикой. Ну, можно творчеством назвать там рисование цветочков маркером на листочке. Творчество, господи. Ну, окей, если у вас такое творчество, то welcome. Рисовать цветочки. Я думаю, что творчество... И вот, интересно. Ведь современные художники, они рисуют очень странные штуки, и которые, на первый взгляд, они не уходят далеко от там, какого-то детского творчества. Кажется, вот я возьму такую штуку и намалякаю, нарисую. Если, опять же, идти в ресерч, вот всему помогает ресерч, всему помогает изучение контекста. И там послушать искусствоведов я в последнее время очень активно прямо этим занимаюсь, потому что раньше я считал это областью такого дичи и бреда, ну а теперь начинаю понимать. Потому что вот эту вот цветовую или графическую ерунду, которую они выкладывают на холст и потом продают, как они это делают, я не понимаю. Под всем этим стоит, скорее всего, ну, я думаю, подход к мышлению и другая парадигма мышления, другие парадоксальные связи, которые могут быть считаны в этой работе с помощью того, что вот он накидал на холст. Если вы накидаете на холст такую же ерунду, но за ней не стоит вот этого контекста, то, в общем, это и останется ерундой. Это один момент. Второй момент. Ну, вот эти все штуки, они напрямую связаны. Там, творчество, креатив и рабочие моменты. Вот у меня как было. Сначала необходимость рабочая, потом креатив, потому что такой подход к проектированию другой. Подход к проектированию в Италии, ну, нежели чем вообще я где-либо видел еще. В студии Габриэля Филиппинева и Люги Москвиной. И там все начиналось для меня с понимания, с технических моментов. Потом перешло, я думал, это очень креативно, они очень необычно составляют вот эти вот смысловые закономерности. Потом вдруг они мне стали понятны, потому что я понял, на чем они строятся. А потом там оказалось невероятное количество надстроек, вот как я говорил про душу, только там вообще все, что в жизни есть, является надстройкой дальнейшей, развивающей это от креатива в творчество. Мне трудно об этом говорить, потому что я до сих пор пытаюсь понять это все, изучаю. Ну, в общем, вот. Такие разные направления понимания. Я не знаю, насколько для вас это звучит предметно. Не знаю. Но может быть предметно. Может быть, вы понимаете то, что я пытаюсь, но вряд ли у меня получается сказать. Сложно. Извините. В общем, вот. Почему я и начал этот видос с того, что я начал говорить, что это все подход к мышлению.
Вот все отсюда. То есть творчество, по сути, это выражение того, что происходит у вас, а не технические совершенства. Вот именно творчество. И вот то, что происходит у вас, может быть выражено несовершенным образом технически. Но не факт, что это может быть продано. Но это может быть творчеством. То есть выразить это вы можете там и цветочками, просто там накаляканными. Но это будет выражение вас. И выразив себя таким способом, что-то я не уверен, что это может быть хорошо. Что-то я не уверен. Ну, то есть, вот, идет постоянный баланс. Ты должен расти технически, и ты должен сам расти над собой. Иначе ничего не получится. Иначе ты не выразишь, или ты выразишь примитивно, или ты, если вообще просто, ну, все примитивно, то привет. Тогда это очень грустно. Понимаете? Дальше, третье. Способ. Ну, вот, наверное, в первых двух пунктах я конкретно запутался. Ну, я не буду переписывать этот видос, потому что в целом и в общем я пытался донести правильную мысль. Донес ли я ее, не знаю. Я, может быть, не настолько изощрен в донесении мысли, чтобы сказать, или это слишком сложная тема для меня. В общем, вот. Третье, средство выражения. Тут все вообще просто супер просто. Элементарно просто. Если вы сделали два предыдущих пункта, это подход к мышлению, творчество и креатив. Если вы с ними разобрались, это как будто бы перед тем, как нарисовать, нужно делать вот такой вот огромный просто объем работы. Непонятно, если я просто хочу рисовать, если я просто хочу делать красивые картинки. Это нормально. Но если нужно зарядиться на то, чтобы ваши вот эти вот постоянные просто красивые картинки, они работали поэтапно, каждая двигала вас в нужном направлении, а не в различном, не в хаотичном, то тогда есть смысл вот эти два первых пункта пройти. И приходим к третьему, это средство выражения. Если у вас понятно все с первыми двумя пунктами, то, скорее всего, вы определились со средствами выражения. Потому что, например, если архитектурный рисунок, это определенный набор элементов. Как техничные элементы, как современные это линеры, маркеры, например. Вот, фокусируйся. Вчера купил себе. Смотрите, я покажу. Это интересно. Черный и сепия. Вот такие вот. Да. В общем, вот, средства выражения. Если вся ваша история двигается в сторону академического рисования, то там, понятно, холст, краски, кисти. Если в сторону геймдева, то вы берете радостно вакуум или iPad и фигачите со страшной силой. Вот я на своем... Вот я держу все время в руках стилус. И знаете, это прикольно. Ну, во всяком случае, делать записи и такие микро-скетчи проектные. Прикольно делать на вот этом, на телефоне. Удобно. Я просто это делаю. Минц-мапы, там, карты интеллекта тоже рисую. Или там, если рисование аниме-манго, то есть смысл делать то, что делают монстры вот этой индустрии. Как я понимаю, они рисуют пером. Я мало про это знаю, но вот видел некоторые ролики на видосах. Там люди берут перо. Ну вот у меня звездочка. Они берут свои японские какие-то и делают вот эту красивую большую историю огромную. Ну, там разные техники, разным рисуют, конечно. И оптимизируют это все, там на вакуумах тоже рисуют. В общем, вся эта история развивается. Я думаю, нужно брать то, в каком направлении вы двигаетесь, и брать те инструменты, которые используют монстры из той индустрии, в которой вы двигаетесь. А если это не индустрия, а творчество, то просто брать инструменты из того жанра и не пытаться их заменить оптимизированными какими-то моментами. Потому что для того, чтобы соответствовать уровню нормы, когда я приехал в Италию, я думал, я могу порешать эти все вопросы с помощью линеры.
линеры, современные инструменты. Перебирал многие маркеры. Вот я думал, вот это такой скетчинг. Китайцы классно делают скетчинг линерами, прочее. Оказалось, нет. Дорожка, которая сработала, это идти в самую глубь, самый назад по истории. Ну, не самый, до пера дошел, и там все срослось. Потому что получилась та эстетика, которую я видел у моих ориентиров. У тех, чей рисунок я хочу пытаться повторить, чей стиль я хочу себе взять и вложить в этот стиль свое проектное мышление. И это оказалось прекрасной базой. А пока я не взял вот эти традиционные инструменты, ничего не срабатывало. Просто, я очень упертый, я много практиковался. А не было вот этого восторга, вообще не было. Вообще бред какой-то был. А когда взял правильный инструмент и немножко с ним поработал, все срослось, все окей. И это приводит нас к 5-му пункту. Это думать в долгую. Стратегия. Если внимательно отнеслись к предыдущим пунктам, то у вас понимание вот этого уже вырисовывается. Потому что если я понимаю, что у меня с мышлением происходит, с творчеством и креативом происходит, с способом выражения происходит, с средствами выражения происходит, то я могу думать в долгую. То есть я могу прогнозировать. И понятно, та вершина гора, на которую я двигаюсь. И тогда можно понимать, какой путь ты прошел, сколько тебе примерно осталось, а не просто вбивать силы в непонятном, неизвестном направлении и ждать какого-то результата. Если думать в долгую, приходит стратегия. Если видишь, что перед тобой усилий очень много еще необходимо, ты начинаешь к ним оптимизированно относиться. Просто прям очень оптимизированно. И результаты тогда растут. Ты распределяешь это все. Ты думаешь, чем я буду год убиваться, может быть, я схожу на месяц в художественную школу, и это все просто перевернет. А это реально перевернет, если вы до этого в художественную школу не ходили и с нормальным преподавателем по художественному образованию, рисованию не общались. Может быть, это будет намного эффективнее, я уверен, что это будет намного эффективнее, чем просто рисовать и в интернете кому-то показывать, чьи-то мнения спрашивать, нормально я нарисовал, ненормально нарисовал. Оцени мой рисунок, бред. Нужно топ-топ, скопить денег на бутербродах, прийти и в любую художественную школу записаться и идти по базе. Никакого варианта лучше нету. Можно вбивать бабки в все что угодно, вообще все что угодно, но ничто не заменит личное преподавание. Вот вообще ничто. Никакие онлайн-курсы, никакие волшебные таблетки, ничего этого не сработает. Сработает только практика. И лучше реальный преподаватель, который и руку вам будет ставить, и моменты указывать просто в ту же секунду, когда это все происходит. Не в ту же секунду, когда сможет к вам подойти. Ты сидишь, рисуешь натюрморт. Скучно, да? Но ты на нем отрабатываешь все, что ты будешь рисовать потом. В простом виде. Не очень простом, конечно. Но сидишь, это долбаешь, а потом это переносишь, все эти знания, которые сконцентрированы в этом несчастном натюрморте, или в кубике, наборе геометрических фигур. Это просто та сила, которая переходит потом в рисунки. И без этого никакой силы дальше не будет. А будет только ерунда, профанация и тын-тын-тын. Смешные штуки только будут. А вон там есть сила. В базе есть сила. Если вам эта сила нужна, вы можете ее взять в традиционном обучении рисованию. Поэтому мой, может быть, лучший совет — топ-топ к реальному преподавателю и фигачить простые штуки. Я тем более за простые штуки, потому что и мой способ рисования, он тоже на простых вещах основан. Простые геометрические предметы и комбинации из них. Кубики. Кубики наши, все, да. И приходим тоже к одному интересному пункту. Это пункт 6. Это скорость развития. Скорость развития и трудоемкость стиля, который вы выбрали, и востребованность
на рынке. Что? Как? Что вы будете с этим делать? На самом деле я не знаю. Я не могу вас научить продавать ваше творчество. И не буду этим вообще заниматься. Это не моя стихия, мне это не интересно. Но я предложил бы вам подумать о том, насколько трудоемкая техника, в которой вы хотите развиваться. Опять же, это ведет там в историю академического рисунка. Это, я думаю, там наиболее трудоемкая техника. Там никакие эти варианты там фотореализма, рисования или еще чего-нибудь не сравнится с нормальным академическим рисунком. Это очень крутая штука, это суперсильная штука, и вряд ли в мире что-нибудь может ее переплюнуть. То есть, если вы двигаетесь в это, то тут нужно заряжаться очень серьезно. И просто на многие годы. Если вы идете в технику скетчинга, это обобщенно, упрощенно, более быстро, более гуманно к вам, как к практикующему студенту моменты. Ну, то есть это более короткая история. Я по себе знаю, что она более короткая, потому что мне пришлось научиться это под задачу, под рабочие задачи, под архитектурно-проектные задачи, вот пришлось научиться. Если академическая живопись, то нужно понимать, что это очень большая инвестиция времени и, скорее всего, денег. Потому что там материалы дорогие. Потому что если я покупаю там бумагу, вот сейчас я перешел на формат 2А3, это сколько? Это А2. Если я покупаю такую бумагу, я могу ее купить за, сейчас скажу, по-моему, за 400 рублей. За 400 рублей 20 листов. Ну окей, нормально. Ну, как бы, ну, нормально. А если мне нужно купить холст, я не знаю, сколько стоят холсты, но мне кажется, дорого. А к холстам нужно мне купить еще тогда масляные краски. А потом еще нормальные кисти. Потому что если буду рисовать плохими кистями, то я нормальных результатов долго не покажу. Плохими кистями, там, плохими красками может круто рисовать суперпрофессиональный художник, а начинающему нужны, чтобы максимальные материалы помогали. Ну, это я там по своей графике понимаю. Вот. Поэтому стоит прикидывать, во что же выльется это все. И прикидывать, насколько хватит времени, которое вы можете в это инвестировать, и денег. Но что интересно, если при этом, если эта задача большая и длинная, а энтузиазм-то не потерялся, то, блин, вы молодец тогда. Это круто. Ну вот, и тогда, скорее всего, для вас этот видос, потому что я думаю, как этим видосом облегчить жизнь тем, кто упорно старается что-то вот такое вот сделать. Ну, потому что я тоже же в той же самой ситуации нахожусь, и находился, и нахожусь, и буду находиться, потому что я гонюсь за монстрами, которых не догнать. В общем, вот. Ну, нужно подумать про трудоемкость техник. Нужно прям подумать и про инвестиции времени и денег тоже. И плавно переходим к 7-му пункту. Это мой любимый пункт изучения контекста. Потому что если вы берете и долбите то, что вы думаете про вот это вот все, ну, сами, на пустом месте, то я поздравляю вас и welcome на длинную кривую дорожку страданий и мучений. Если вы пойдете другим путем и сначала, не надо сначала, параллельно с вашим обучением будете не меньше вбивать времени и сил в изучение того, что сделали уже большие ребята до вас, там, многие сотни лет назад, то намного интенсивнее пойдет ваш процесс изучения. Нужно смотреть, что делали монстры. Нужно смотреть, что делали люди поменьше, потому что ну, монстры могут обескураживать. А обычные средние рисовальщики, они хотя бы дают какое-то понимание уровня нормы по больнице. В общем, вот. А для того, чтобы этот весь контекст ловить, если вы работаете в натуральном материале, если вы работаете не в цифре, то я настоятельно рекомендую делать изучение не по интернету,
а смотреть это все в реальности. Потому что никакой интернет, ну, вам не заменит понимание материальности объекта. Вы делаете материальный объект, научитесь по цифре. Нет, ерунда получится. Просто ерунда. Это почти такая же ерунда получится, как и обучение без преподавателя. То есть длинно, долго, трудно, тяжело. Если с преподавателем дорожка намного больше сокращается. Если вы смотрите и делаете ресерч по материальным, натуральным объектам, если вы держите, хотя бы не держите, хотя бы рядом стоите и видите все, из чего, вот, комплекс, натуральный вид, натуральный масштаб, из чего это все состоит, это дает вообще другое понимание того, что происходит. Поэтому максимально в музее, максимально в библиотеке, максимально на выставке и смотреть, и не трогать руками. Наверное, не трогать руками, но смотреть, изучать, врубаться. Понимать на материальное ощущение, на материальном взгляде, не через монитор. Через монитор ерунда, бесполезно. Видел я Пиранези через монитор. И видел Пиранези на выставке Пезаро в Италии. В реальности. Это вообще два разных Пиранези. Ничего нельзя понять о нем, разглядывая картинки в интернете. Вообще просто ничего. Но вот я сходил на выставку, и у меня произошел огромный переворот сознания. Не потому, что это как-то духовно влияет, там, или еще что-нибудь, там я нахожусь в этом, как благоговении. Вообще никакого благоговения. Я гонюсь за этим монстром, мне нужно его догнать и победить. Привет, Эда. Больничка по тебе плачет. А потом приехал в Питер и тоже попал на лекцию и посмотрел в материале. То есть при мне листали эти гравюры огромного формата, а я смотрел, и вот там перевернулся мозг. Пришли эти штуки, которые я вообще бы не понял. То есть это сильный буст, сильный толчок, сильное за шкирку и вырвало, и потащило. Вот это вот сильное. Если вам нужны сильные вещи, идите к материальным вещам, изучайте материальные вещи. По интернету ерунда. Пункт 8. Пробы и тесты. В общем, такая штука с этим. Такая любопытная. Это все нужно тестировать. Потому что одно понимание, когда ты просто видишь, другое понимание, когда ты попробовал. Рекомендую брать и пробовать разные техники. Вообще неизвестно, что зайдет, что будет получаться больше. Поэтому не знаю даже, как развернуть эту мысль более длинную. Нужно просто пробовать, я думаю, что все подряд. Как практически это делать? Ну, например, как я делаю. Я беру и рисую кубик. Рисую кубик пером, рисую кубик пером чернилами и размываю водой. Рисую кубик с помощью маркера. Ну, обычно не кубик, вот как практически. Я рисую домик в перспективном сокращении, как кубик. Я когда пробую материалы, например, какие-нибудь новые, на автомате это совершенно происходит. То есть там домик одноэтажный, двухэтажный, самый примитивный. Рядом с ним одно дерево и, скорее всего, еще второе с другой стороны. И там мои основные паттерны рисования я просто отрабатываю. И беру вот это вот, делаю там с ручкой с новой или вот со стилусом, например, пробовал. Первый рисунок, который я нарисовал, это вот то, что я всегда рисую. Домик как кубик с треугольной крышей и пара деревьев вокруг. И смотрю. Потому что я их много нарисовал, то у меня есть понимание, как это должно выглядеть. И с новым инструментом, с новым материалом, оно должно выглядеть лучше. Вот, если оно выглядит лучше, я думаю, окей, этот материал может быть или инструмент, окей, можно его юзать. И вот такие пробы-тесты можно делать там с любым моментом. Рисуйте яблоко, рисуйте его различными материалами. То есть не нужно добиваться, я думаю, что не нужно добиваться там сначала сразу же технического совершенства в рисовании яблока карандашом. Можно попробовать параллельно рисовать его с ангиной или углем. Углем это вообще идеально. С ангиной это вообще супер. Ты делаешь там пару штрихов, делаешь завитушку, растираешь это все грамотно. И бамс,
импрессия, впечатление объема, супер круто, прям супер круто. Минимум усилий, максимум результата. Но, правда, потом это может все затираться. Чем вот эти вот графические инструменты превосходны? Тем, что ты нарисовал, и если правильно, хорошо нарисовал, то как будто бы из типографии это все пришло. Вот поэтому мои скетчбуки выглядят как графические книги. Рабочие скетчбуки. Там, где я проектирую, там, где я не рисую, это красивые рисунки. Там, где я пытаюсь думать над проектом. Вот, это интересно. Это особенность моей техники. Вот. А уголь или сангина, они стираются с листа. Вот у меня огромное количество там нарисованных натуры, симпатичных девушек нарисованных. Не могу показывать на YouTube, это не могу. И вот они лежат такой стопкой. Но даже если они просто лежат стопкой, они немножко, когда их перемещаешь, двигаются, и поэтому рисунок в студии на натуре, он просто там очень чистый, а потом не очень чистый. И, в общем, вот, его нужно фиксировать лаком, ну, там приходят другие моменты. Ну, вот, тоже супер техника. Поэтому прямо рекомендую какой-нибудь простой объект брать и пробовать его в различных техниках. И не раз, не два, не три подходить к этому, там, а десятки раз. Больше. Можете больше, 100 пудов. И последний, 9-й пункт, ну, вот из этого такого. Это прикинуть план развития, как оно вообще будет в вашей жизни. То есть в моей жизни мой тип рисунка понятно как, потому что он обслуживает мои профессиональные потребности. И вот я делаю проект какой-то. Не покажу, размыто. Ну, короче, передо мной лежит ландшафтный проект. На нем вот мои графики, подписи и прочее вот всякое штука сопутствующая, техничная. И он выглядит эстетично, как другие наборы моей графики, которые вон там у меня на стенах поразвешены. Стал вешать свои большие листы на стену, потому что смотришь, и если листы лежат у тебя в пачке, ты как бы нарисовал и забыл. А если повесил на стену, то взгляд все время возвращается к ним, и ты работаешь, смотришь ноутбук свой, там смотришь чертежи, еще что-то, и смотришь на стену, и там у тебя вот эта вот графика висит. Что ты понимаешь об этом? То, что, ты понимаешь, там, после 100-го раза, когда взгляд вот так вот перевел мельком, что можно было бы сделать лучше? Ты начинаешь более трезво это все оценивать. То есть, если нарисовал и нравится, а потом висит на стене, и как-то я понимаю, что вообще миллионы вещей можно там исправить. Очень хочется исправить. Но ты все равно оставляешь, окей, пускай висит. Немножко начинает даже бесить, а некоторые моменты нравятся. И мозг запоминает, что нормально, и что ты дальше будешь масштабировать, что ты будешь дальше фигачить как автомат, потому что это отработано, это работает, ты вставляешь, не думаешь, вот эти вот паттерны, как там деревья рисуются, трава, перспектива, домики, работающие моменты. Неработающие моменты, ты их увидел в 100 раз, вот когда двигаешься по своему пространству, и откидываешь. Просто они не рабочие. И вот так вот выбираешь себе паттерны, которые работают. Это я очень технично описываю свой процесс того, как формируется моя графика. Это не про какое-то творчество, не про что, у меня техничный рисунок. Вот. И ему нужны простые работающие результаты. Вот. И это то, чему я учу. Вот. Простые техничные штуки. Как они выглядят. В общем, если вы смотрите мой канал, то вы уже видели. Вот. И стоит прикинуть план, как вот эта вот вся история, она будет вписываться в вашу большую историю жизни. Как вы это все будете использовать? Это может быть такая отрезвляющая мысль. И может скорректировать все предыдущие пункты, которые прошли. И может дать сильный буст, пинок, под зад пинок. Потому что нужно уже фигачить, а не тупить. Потому что времени вообще на ту глобальную задачу может быть немного. Чем больше задача, тем меньше времени. В общем, вот.
Но я думаю, чем больше задача, тем больше ценность вот этих ваших действий. И смысла больше. Оттуда больше сил. Чем выше планка, нам силы дает цель большая, высокая. Если цель задрана на максимум, то и силы оттуда берутся. Понятно, к чему рваться. И, в общем, вот. Силы дает большая цель. У меня так. У меня стопудово так. Ну, я думаю, у вас так, если вы себе прям зарядите что-нибудь такое достойное вас. Достойное. Вот. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин. Уроки по моей графике. Ссылка внизу в описании к видео. Сервис Boosty. Берите, подписывайтесь. Учитесь моей графике. Что там, какие проблемы. Нужно зарядиться нормально, врубиться и бамс-бамс. Вы рисуйте не хуже. Ну, в своем стиле, там, свои какие-то особенности. Там, не обязаны же все быть там проектировщиками, архитекторами, там, пейзажистами. Вообще не обязаны. Но можно взять мою эстетику, мою технику и интерпретировать ее на ваши задачи конкретно. Для этого ссылка внизу в описании к видео. Мой сервис Boosty. Если бабла нет, бесплатно больше 1000 видео у меня на YouTube-канале, наверное. Плейлисты сортированные внизу тоже в описании к видео. Если так, то времени больше, страданий немножко больше, но зато, может, основательней подготовитесь-то. Ну, в общем, вот, все. Всем чао-чао, хорошего дня и хорошей практики. Жгите, я уверен, сможете.